Сколько себя помню, с самого раннего детства меня всегда завораживала мысль о смерти. Сейчас вы можете подумать, что это как-то мрачно, но знаете, когда ребенок ночью произносит фразу «Если я умру, не успев проснуться», в этом есть что-то совершенно странное. Каково это — заснуть и никогда не проснуться? Большинство разумных людей просто отмахиваются от этой мысли. Говорят, что такое невозможно представить. Они пожимают плечами и говорят, ну, значит, так тому и быть. Но, наверное, я из тех упрямых людей, которых такой ответ не устраивает. Не то, чтобы я пытался найти что-то еще, но меня просто завораживает мысль о том, каково это — заснуть и никогда не проснуться. Я имею в виду, многие думают, что это все равно, что навсегда погрузиться во тьму или быть заживо погребенным. Но, очевидно, это совсем не так. Потому что мы знаем, что такое тьма, только в сравнении со светом. У меня есть подруга, очень умная и красноречивая. Она родилась слепой, и она не имеет ни малейшего представления о том, что такое тьма. Это слово значит для нее не больше, чем слово «свет». Так что, если вы заснете, вы не будете ощущать тьму, пока спите. И если вы погрузитесь в сон, в бессознательное состояние навсегда, то это будет совсем не похоже на погружение во тьму. Это будет совсем не похоже на погребение заживо. Это будет так, как если бы вас вообще никогда не существовало. Не только вас, но и всего остального. Вы будете находиться в таком состоянии, как будто вас никогда не было. И там, конечно, не было бы никаких проблем. Некому было бы сожалеть о потере чего бы то ни было. Это даже трагедией нельзя было бы назвать, потому что некому было бы воспринимать это как трагедию. Все было бы просто, совсем ничего бы не было. Навсегда и навечно. Потому что у вас не только не было бы будущего, но и не было бы ни прошлого, ни настоящего. Сейчас вы, наверное, думаете, что мы сейчас скажем, ну ладно, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Но меня это не устраивает. Я не согласен, потому что это наводит меня на мысли о двух других вещах. Это состояние небытия наводит меня на мысль, что единственное, что я могу представить в своем опыте, что хоть как-то близко к небытию, это то, как выглядит моя голова, когда я смотрю на нее. Потому что мне кажется, что там, снаружи, есть мир, который как будто бы смотрит мне в глаза. А за моими глазами там нет черного пятна, там нет даже мутного пятна. Там вообще ничего нет. Я не воспринимаю свою голову как черную дыру посреди всего этого яркого визуального опыта. У нее даже нет четких границ, потому что поле зрения имеет овальную форму. И если я провожу пальцами по полю зрения, то получается вот так. И в этом месте мои пальцы просто исчезают из виду. Границы размыты, но за этим овалом зрения вообще ничего нет, если смотреть глазами. Конечно, если я использую пальцы и осязание, то могу почувствовать что-то за глазами. Но если я использую только зрение, то там вообще ничего нет. Тем не менее, из этой пустоты я вижу.
Ну, это первое, о чем я думаю. Теперь я думаю вот о чем. Если после смерти я стану таким, как будто меня никогда не было, значит, таким я был до своего рождения. Потому что, когда я пытаюсь заглянуть себе в глаза и увидеть, что там, я натыкаюсь на пустоту. Если я пытаюсь вспомнить все дальше и дальше, то дохожу до самых ранних воспоминаний, а за ними ничего. Полная пустота. Но я знаю, что за моими глазами что-то есть, потому что я ощущаю это пальцами на голове. Так что из других источников информации я знаю, что до моего рождения что-то происходило. Были мой отец и моя мать, их отцы и матери, вся материальная среда Земли и ее жизнь, из которой они появились, а до этого была Солнечная система, а до этого галактика, а до этого все галактики, а до этого еще одна пустота. Поэтому я рассуждаю так. Если после смерти я вернусь в то состояние, в котором был до рождения, то могу ли я появиться снова? Знаете, то, что произошло однажды, вполне может произойти снова. Если это произошло однажды, то это нечто из ряда вон выходящее. И это не так уж и невероятно, если это произойдет снова. То есть, другими словами, я точно знаю, потому что видел, как люди умирают. И видел, как после них рождаются другие люди. Так что после моей смерти родится не только кто-то один, но и множество других существ. Это я знаю. Мы все это знаем. В этом нет никаких сомнений. Но нас беспокоит то, что после смерти может не быть ничего и никогда. Как будто это что-то значит. Как будто это повод для беспокойства. До твоего рождения точно так же ничего не было, и все же ты появился. И если ты появился однажды, ты можешь появиться снова. И что это значит? Ну, для начала разберемся с самым простым. Чтобы объяснить свою мысль, я должен изобрести новый глагол. Это глагол to I. И для начала мы напишем его с помощью буквы I, но вместо местоимения мы будем называть его глаголом. Вселенная смотрит. Она смотрит на меня и на тебя. Теперь давайте напишем это слово по-другому. И у I, и. Когда я говорю, что что-то I, это значит, что я на что-то смотрю, что-то осознаю. Поэтому мы изменим написание и скажем, что Вселенная смотрит. Она осознает себя в каждом из населения. И она продолжает смотреть. И каждый раз, когда она смотрит, каждый из нас, на кого она смотрит, чувствует себя центром всего сущего. И я знаю, что ты чувствуешь себя мной точно так же, как я чувствую себя собой. И у всех нас одно и то же — пустота. Мы не помним, чтобы делали это раньше. И все же это уже случалось. Снова и снова и снова, не только в прошлом, но и повсюду вокруг нас в пространстве все являются глазами Вселенной. А теперь послушайте. Давайте я попробую объяснить нагляднее. Когда я говорю, что Вселенная смотрит, кто именно смотрит? Что вы подразумеваете под словом «я»? На самом деле это может означать две вещи. С одной стороны, это может означать то, что называют вашим эго, вашу личность. Но это не ваше истинное восприятие, потому что ваша личность — это ваше представление о себе. Это ваш образ себя. И он складывается из того, как вы себя ощущаете, что думаете о себе.
Плюс то, что вам говорили о себе друзья и родственники. Таким образом, ваш образ себя, очевидно, не является вами в той же мере, в какой ваша фотография не является вами, или в какой образ чего-либо не является самим этим чем-то. Все наши представления о себе не более чем карикатуры. Они не содержат информации о том, как у нас развивается мозг, как работают нервы, как циркулирует кровь, как функционируют железы и как формируются кости. Этой информации нет в ощущениях или образе, который мы называем эго. Следовательно, образ эго — это не я. Значит, я состою из всех этих факторов, которые, можно сказать, присущи телу. Циркуляция крови, дыхание, электрическая активность нервов. Все это я. Но я ничего об этом не знаю. Я не знаю, как все это сложилось, как устроено. И тем не менее, я все это делаю. Если можно сказать, что я дышу, хожу, думаю, обладаю сознанием. Я не знаю, как мне это удается, но я это делаю. Так же, как растут мои волосы. Значит, я должен искать центр себя, свое восприятие на более глубоком уровне. Чем мое эго, которое является моим образом или представлением о себе. Но насколько глубоко мы должны заглянуть? Можно сказать, что тело — это глаз, но тело — часть Вселенной. Оно состоит из ее энергии. Значит, эта Вселенная смотрит на мир. И Вселенная смотрит так же, как дерево, на свои яблоки или как звезда, на свое сияние. И центр этого смотрения — дерево, а центр сияния — звезда. Таким образом, основной центр или сущность смотрения, который в данном случае зовут Алан Уотс, это всего лишь название для конкретного физического организма, который цветет, сияет. Из этой конкретной среды и возникает центр всего этого смотрения, вечная Вселенная. Makes the center of all this eyeing the eternal universe. О, вечная! Она существует уже 10 миллиардов лет, и, вероятно, будет существовать еще столько же. Так что не стоит беспокоиться о том, сколько еще она просуществует. Но она постоянно смотрит. Так что мне это кажется абсолютно логичным. Предположим, что когда я умру, и это физическое тело исчезнет, а вместе с ним и вся система памяти, то все снова закончится. Осознание. Тем, что было у меня раньше, не совсем таким же, но похожим на то, что есть у новорожденного. Конечно, родится множество младенцев, не только человеческих, но и лягушек, кроликов, плодовых мушек, вирусов, бактерий. И кем из них я стану? Только одним из них, но в то же время каждым из них, потому что этот опыт всегда индивидуален, каждый раз новый. Но, конечно, не имеет большого значения, кем именно я стану, потому что если бы я снова родился плодовой мушкой, я бы считал, что быть плодовой мушкой — это нормально. И, естественно, я бы считал себя важной персоной, высококультурным существом, потому что у плодовых мушек, очевидно, высокая культура. Мы даже не знаем, как это искать, но, наверное, у них есть всякие симфонии, музыка и художественные представления. Пример — то, как по-разному отражается свет на их крыльях, как они танцуют в воздухе. И они говорят: «О, посмотрите на нее, у нее настоящий стиль. Посмотрите, как солнечный свет играет на ее крыльях».
И в своем мире они считают себя такими же важными и цивилизованными, как мы в нашем мире. Так что если бы я проснулся плодовой мушкой, я бы не почувствовал никакой разницы по сравнению с тем, когда я просыпаюсь человеком. Я бы к этому привык. Но вы же сами говорите, что это был бы не я. Потому что если бы это был я бы помнил, каким был раньше. Да, но сейчас вы не помните, каким были раньше, и все же вас вполне устраивает то, какой вы сейчас. На самом деле это очень хорошо, что мы не помним, какими были раньше. Почему? Потому что разнообразие — это приправа к жизни. И если бы мы помнили, снова и снова, нам бы это наскучило. Иметь память — это прекрасно. Без памяти мы не можем быть разумными. Но, как я уже объяснял, чтобы увидеть фигуру, нужен фон. А чтобы память была ценной, нужно уметь забывать. Вот почему мы каждую ночь спим, чтобы восстановить силы. Мы погружаемся в бессознательное, чтобы возвращение в сознательное было для нас новым и ярким опытом. Что же, когда это длится достаточно долго, когда день за днем мы вспоминаем прошедшие дни, даже несмотря на то, что между ними есть промежуток сна. Наступает момент, когда, если задуматься о том, что нам действительно по душе, мы захотим забыть все, что было раньше. Чтобы снова испытать необыкновенное чувство, увидеть мир глазами ребенка, неважно какого, чтобы все было совершенно новым. И мы могли испытать то же поразительное удивление, что и ребенок. Ту же живость восприятия, которой у нас не будет, если мы будем помнить все до конца своих дней. Так что же получается? Вселенная — это система, которая не только забывает себя, но и снова вспоминает. Таким образом, во времени всегда происходят постоянные изменения и разнообразие, но это происходит и в пространстве. Когда Вселенная смотрит на себя через призму каждого живого организма, чтобы получить, так сказать, всестороннее представление. Знаете, это способ избавиться от предрассудков, от одностороннего взгляда на вещи. Так что смерть в этом смысле огромное избавление от монотонности. Она вносит в ритмичный процесс включения и выключения, интервал полного забывания, чтобы вы могли начать все сначала и никогда не скучать. Но дело в том, что если вы фантазируете о том, что будете ничем вечно, то на самом деле вы говорите: «После моей смерти Вселенная остановится». А я говорю: нет, она будет существовать так же, как и в момент вашего рождения. Видите ли, вы можете говорить, что вам кажется невероятным, что у вас может быть больше одной жизни. Но я говорю, во-первых, разве не удивительно, что у тебя есть вот это? Разве не удивительно, что из ничего, из твоего прошлого, ты стал тем, кто ты есть? Это поразительно. Так что если это поразительно, то это может повториться снова и снова. Это значит, что ты не знаешь, как тебе удается быть в сознании. Как тебе удается расти и формировать свое тело? Это не значит, что ты этого не делаешь. Точно так же ты не знаешь, как сияет Вселенная, как звезды образуют созвездия, а галактики — галактические скопления. Ты не знаешь. Но это не значит, что ты этого не делаешь. Точно так же, как ты дышишь, не зная, как ты дышишь.
Если честно, то я — это вся Вселенная. Или, другими словами, этот конкретный организм — это глаз, которым смотрит вся Вселенная. И кто-то может сказать мне: да кто ты такой? Ты что, Бог? Ты греешь галактики? Можешь ли ты связать плеяды в их хороводе или разрешить узы Ориона? И я отвечу: да кто ты такой? Можешь ли ты сказать мне, как растет твой мозг? Как формируются твои глазные яблоки? И как ты видишь? Ну, если ты не можешь мне этого сказать, то и я не могу сказать тебе, как я грею галактику. Просто я нашел в себе центр, на более глубоком, более универсальном уровне. Не так, как мы привыкли в нашей культуре. Так что, если это универсальная энергия, это и есть я настоящий. Истинное «я», которое видит, как все эти разные организмы распространяются в разных пространствах или местах и повторяются снова и снова и снова в разное время. У нас сложилась удивительная система, которая не перестает нас удивлять. Вселенная — это действительно система, которая продолжает удивлять саму себя. Многие из нас, особенно в эпоху технологического прогресса, стремятся все контролировать. Но это ложное стремление, потому что стоит лишь на мгновение задуматься. Каково было бы, если бы мы действительно все знали и контролировали? Предположим, у нас есть сверхмощная технология, способная воплотить наши самые смелые мечты. Технологический прогресс настолько развит, что все, что должно произойти, можно предсказать, а значит, все под нашим контролем. Знаете, это было бы все равно, что заниматься любовью с пластиковой женщиной. В этом не было бы ничего неожиданного. Никакого внезапного ответного прикосновения, как при прикосновении к другому человеку. Это не то же самое, что прикосновение к чему-то пластиковому. Возникает ответная реакция, нечто неожиданное. А это именно то, чего мы на самом деле хотим. Когда мы хотим установить связь с другим человеком. Понимаете? Вы не сможете испытать чувство, которое называете «я», если оно не будет противопоставлено чувству другого. Это как известное и неизвестное, свет и тьма, положительное и отрицательное. Другой необходим для того, чтобы вы могли почувствовать себя. Так разве это не то, чего вы хотите? И разве вы не хотите забыть? Память — это всегда форма контроля. Я держу это в голове. Я помню об этом. Я знаю ваш номер. Вы под моим контролем. Если вы будете все вспоминать, вспоминать и вспоминать, это будет похоже на то, как если бы вы писали на листе бумаги и писали, пока на нем не осталось бы ни одного свободного места. Ваша память переполнена, и вам нужно все стереть, чтобы снова получить чистый лист и начать писать на нем заново. Так вот, что делает с нами смерть. Она стирает все дочисто, а если смотреть с точки зрения численности населения и человеческого организма на планете, то она еще и очищает нас. А идея технологии, которая позволила бы каждому из нас стать бессмертным, привела бы к тому, что планета постепенно заполнилась бы людьми с безнадежно переполненной памятью. Они были бы похожи на людей, живущих в доме, где скопилось столько вещей, столько книг, столько ваз, столько наборов ножей и вилок, столько столов и стульев, столько газет, что негде повернуться. Чтобы жить, нам нужно пространство. А пространство — это своего рода пустота, и смерть — это тоже своего рода пустота. Это один и тот же принцип.
И создавая своего рода блоки или пустоты, пространство пустоты между пространствами чего-то, мы получаем жизнь. Правильно, организованное пространство, если использовать немецкое слово «Lebensraum», это пространство для жизни. Вот что дает нам пространство и вот что дает нам смерть. Заметьте, что во всем, что я сказал о смерти, нет ничего, что я мог бы назвать мистикой. Я не сообщил вам ничего такого, чего вы еще не знали. Я не обращался к каким-то мистическим знаниям о душах, памяти о прошлых жизнях и тому подобном. Я просто говорил об этом в терминах, которые нам уже знакомы. Так что если вы скажете «ну», все эти представления людей о загробной жизни — это просто принятие желаемого за действительное, я отвечу «хорошо, допустим». Давайте предположим, что это действительно принятие желаемого за действительное. И что, когда мы умрем, ничего не будет? Давайте посмотрим правде в глаза. Это будет конец. Заметьте, во-первых, это худшее, чего вам стоит бояться. Вас это пугает? Вас, который должен бояться. Предположим, что все закончится, и проблем больше не будет. Но тогда вы поймете, что это ничто. Если следовать моей логике, это что-то вроде того, как если бы вы снова от чего-то оттолкнулись, как в первый раз, когда родились. Вы оттолкнулись от небытия. Небытие — это своего рода толчок, потому что оно подразумевает, что ничто подразумевает нечто. Так что вы оттолкнетесь обратно. Все новое, все другое. Не с чем сравнивать. Это освежающий опыт. И если вы почувствуете это, как чувствуете пустоту за глазами, то ощутите ничто, очень мощное, живое ничто, лежащее в основе всего вашего существа. И в этом ничто нечего бояться. С таким ощущением вы можете жить так, словно вся остальная жизнь — это просто бонус. Потому что вы уже мертвы. Вы знаете, что умрете. Мы говорим, что есть только две неизбежности — смерть и налоги. И смерть каждого из нас сейчас так же неизбежна, как если бы мы должны были умереть через 5 минут. Так где же ваше беспокойство? Где ваша зацикленность? Считайте, что вы уже мертвы, и вам нечего терять. Турецкая пословица гласит: «Кто спит на полу, с кровати не упадет». Точно так же и человек, считающий себя уже мертвым, это по сути ничто. Через 100 лет от вас останется лишь горстка праха. Это будет по-настоящему. Что же, действуйте в соответствии с этой реальностью. И из этого ничего не выйдет. Вы сами удивитесь, когда поймете, что чем больше вы осознаете свою ничтожность, тем большего добьетесь.